Здравствуйте, с вами вновь Лариса Левинская, и сегодня тема будет посвящена декоративной косметике. Я не часто касаюсь этой темы в своих видео, сегодня же решила поделиться своими впечатлениями о блеске для губ, о новом блеске для губ компании T&M, а именно вот этом, Essential, тон 1. Поэтому не удивляйтесь, что в этом видео особенно часто будет встречаться слово «чувственный», потому что в переводе с английского «essential» – это «чувственный». Но я думаю, что не только о моих впечатлениях об этом блеске для губ вам хотелось бы сегодня услышать. Давайте развернем эту тему максимально широко. Я немного расскажу об эволюции блесков для губ. Вы узнаете, возможно, для себя что-то новое. А также сделаю небольшой краткий обзор блесков для губ компании T&M на сегодняшний момент. Так, согласитесь со мной, что определенные черты женского лица привлекают мужчин так или иначе. Кто-то скажет, что это в первую очередь глаза. Вы правы. Кто-то скажет, что это брови, пушистые длинные ресницы. На мой взгляд, я думаю, что большинство мужчин со мной согласится, что в первую очередь они обращают внимание на женские губы. И вот если вас матушка природа немножко обделила пухлыми выразительными губами, советую тем более досмотреть это видео до конца. Вы узнаете, как можно визуально сделать ваши губки более пухлыми, более чувственные, более сексуальными. Ну, давайте для начала я все-таки проведу небольшой экскурс в историю возникновения блеска для губ. Еще в самые далекие времена, это Франция 16 века, многие исследователи приписывают впервые появление блеска для губ царствованию Екатерины Медичи, которая была женой французского короля Генриха II. Сама по происхождению Екатерина Медичи была флорентийкой, попала во французский двор, говорила с акцентом на французском. Многие называли ее за глаза купчихой. Она не совсем вписывалась в понимание французского двора. Возможно, ей не хватало каких-то определенных манер. Не сладко ей приходилось, скажем так, при французском дворе, тем более у ее супруга была фаворитка. И вот для чего все это говорю, что современники называли ее бьюти-маньячкой, в прямом смысле этого слова. Возможно, благодаря этой обстановке она находила отдушину в уходе за собой, в разработке различных косметических средств. И в том числе именно благодаря ей появился самый первый блеск для губ. Она смешивала компоненты в своей собственной лаборатории для того, чтобы добиться такого состава, который бы не полностью закрывал под плотной маской губы, как это делает помада, а создавал легкий эффект вуали. И это удалось сделать. Она смешивала натуральный красный краситель с маслами. Этот эффект влажных глянцевых губ очень понравился при дворе, и другие дамы французского двора использовали блеск для губ. Но, однако, так как не было устойчивой формулы, не было фиксированного состава блеска для губ, этот блеск для губ со временем исчезает с бьюти-арены. И благодаря всемирно известному визажисту, разработчику декоративной косметики всяческих средств по уходу за собой, Макс Фактору, это уже во времена 20-30-е годы прошлого века, опять возвращается внимание к блеску для губ. Голливудские дивы используют блеск для губ для создания своего образа. И впервые блеск для губ в нашем понимании максимально близком составе к нынешнему появился в 1932 году именно благодаря Макс Фактору. Затем опять период пропадает интерес к блеску для губ, и в 70-х годах прошлого века, благодаря все тому же Голливуду, благодаря кинодивам, таким как Сьюзан Сарандон и другие, которые активно использовали в создании своего образа на экране блески для губ, у женщин вновь возник интерес к блеску для губ, начали подражать с этим кинодивом в своем макияже, и с тех пор уже интерес к блеску для губ не исчезал. Были спады, были падения, но уже стабильно держится. Особенно в летний период девушки охотнее пользуются блеском для губ. И замечен такой факт, что блеском для губ предпочитают пользоваться более молодые особы. Все реже можно встретить косметички женщины за 40, за 50 блеск для губ. А зря. Я его тоже очень активно использую, особенно в летний период времени. И когда так случилось, что
В арсенале блесков для губ был снят из производства, если все помнят, была такая серия неплохая. Блески для губ City Style. Я с трудом себе представляла, как же я буду, чем буду летом красить губы. Спасала Naturalux. Когда и Naturalux исчезла, моя любимая помада из арсенала компании, это уже была небольшая личная трагедия. Небольшая личная драма, что же делать? Пользоваться абсолютно матовыми сухими помадами я не могу себе позволить, мне не особо к лицу, поскольку девушкам старше 35 рекомендуется использовать помаду с легким глянцем, потому что сильно сухие помады подчеркивают все складочки, все морщинки на губах, слишком перламутровые тоже, эта крайность в противоположную сторону тоже будет подчеркивать все недостатки губ, а именно с легким глянцем самое то. И вот как же я была обрадована, что в арсенале линейки продукции компании T&D появился вот такой блеск для губ Essential в 4 оттенках. Вот об этом поговорим подробнее. Итак, несколько слов о том, какие блески для губ сейчас есть в арсенале и мое мнение об этих блесках. Мнение сугубо субъективное, прошу никого не обижаться. Вот этот замечательный блеск для губ, о нем, конечно, можно уже забыть, это история City Style. В настоящий момент 2 линейки блесков для губ. Жемчужный блеск для губ, уже давний, в ассортименте компании T&D. Давайте я вам продемонстрирую эффект. Я не скажу, что я сильно в восторге от этого блеска. Я, во-первых, не очень люблю, когда косметические средства имеют ярко выраженный запах, а здесь какой-то насыщенный фруктово-ягодный запах. Но очень сильно любителя. Этим блеском я пользуюсь крайне редко. Мне кажется, это больше для вечернего макияжа, сильно много перламутра. Ну, выкинуть, как всегда, жалко. Все-таки тоже инструмент для красоты и обольщения. Поэтому, честно скажу, пользуюсь этим жемчужным блеском в вечернее время, когда добираюсь домой темными переулками. Это чисто сугубо мое субъективное мнение. Потому что считаю, что столько блеска хорошо для танцпола где-нибудь так на вечеринке. Сейчас снимем при вас этот блеск мицеллярной водичкой. Вот так. Вот так. И вот, собственно, героиня сегодняшнего видео – это новый блеск для губ. Если вы услышите, есть такой характерный щелчок, как в хороших тушах. То есть все предусмотрено так, чтобы на этой кисточке с аппликатором оставалось то количество блеска для губ, которое необходимо для нанесения. Никаких излишков не останется. Так, используем. Очень приятное ощущение при нанесении. Нет ярко выраженного аромата. Это раз. И вот они, губы с эффектом увлажнения, чувственные, притягательные для противоположного пола, без какого-либо эффекта липкости. За счет того, что этого блеска для губ особая формула, подозреваю, что в составе есть силикон, максимально маскируются небольшие морщинки на губах. Губы выглядят более моложе, более объемными. Также идет защита от негативного воздействия окружающей среды. Никакого эффекта липкости, как я уже говорила. И вот это эффект легкой вуали на губах, которая когда-то добивалась Екатерина Медичи. Он присутствует. Что могу еще сказать по поводу блеска для губ? Вы можете использовать его как соло, то есть как я в данном случае носите сразу на губы. Предварительно, конечно, рекомендую сделать контур. Я карандашами для губ вообще не пользуюсь, это моя прихоть. У меня не так выразительные без контурных карандашей. Еще очень советую вам, для того, чтобы блеск на губах держался дольше, можете для начала нанести на губы либо пудру, либо тональную основу, а затем уже использовать блеск для губ. Также не возбраняется, а даже приветствуется, если вы будете использовать свой любимый блеск для губ в дуэте с вашей любимой помадой, например, с Naturalux. Например, с Viva Italy. Тон 12, мне кажется, максимально близко подойдет для этого блеска для губ. Наносите сначала помаду, а затем уже сверху используйте блеск для губ. Поэтому очень советую пользоваться блеском для губ Essential 4 оттенка. Все оттенки трендовые. Они не будут искажать ваш натуральный цвет губ, они подчеркивают его естественный цвет, подходит идеально для дневного макияжа. По поводу ценовой политики. 227 гривен по каталогу. Конечно, когда девушки слышат цену блеска для губ или помады в размере $10, начинается охи, ахи, возмущение, ах, как дорого, не могу себе позволить, выше моего бюджета. Я когда гляжу на их ногти, говорю, девушки, а
делать каждый месяц себе маникюр за $10 вы в состоянии, ну это месяц используете этим маникюром, и все нужно обновлять, идти опять к своему мастеру. А здесь блеск для губ в хорошем объеме 5 мл, которым вы будете пользоваться год, ну, при очень активном использовании, ну, минимум полгода. При этом будьте абсолютно уверены в неотразимости своих губ, их чувственности, привлекательности для противоположного пола. И все это те же $10. Поэтому расставляйте акценты, расставляйте приоритеты. Вот, собственно, и все, что я вам хотела сегодня рассказать. Надеюсь, что какая-то информация была для вас полезной. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Лариса Левин. До скорой встречи!